330. Говори по биноклю. 9,8. В этом фильме охотники направляются в один из самых сурово-климатических регионов нашей необъятной страны. Саян-Уула, Сайон-Инуруу, Саян-Даглар или Саяны – это горная система в Центральной Азии, которая включает в себя восточные и западные Саяны. Они расположены на территории России и частично в Монголии. Кызыл – столица республики Тыва. Город находится на стыке рек Енисей и Тыва, недалеко от границы с Монголией. Был основан в 1914 году и стал административным и культурным центром. Вот у нас такая веселая компания. Мы в Саянах, и приехали мы охотиться На сибирского козерога. Вся команда в сборе, и значит, пора выдвигаться. Встретили наших гостей из Москвы. Сейчас мы из Кызыла выехали, проехали километра 150. За нами это город Шагонар. Мы дальше едем. Еще впереди полдня езды. Промерзлые пейзажи с теплом встречали охотников. Сперва на лошадях сели, поскакали. Первый рейс, потом там подъем есть, надо слезать, а то опасно там. Бывает, там люди падали. Да. Ну, если вдруг будет большая группа, то мы, по идее-то, можем стрельнуть вместе, да, Бехрусом? Конечно. Перед долгой дорогой решили перекусить тувинской кухней. И говорят, кафе замечательное, все останавливаются охотники, мы тоже остановились. Наверное, что-то на уйгурское похоже. На уйгурскую кухню похоже. Все вкусно, все понравилось. Прям такие блюда интересные, пельмени вместе одновременно с лапшой и с мясом. Очень интересно все, необычно. Буддизм. Буддизм в Туве имеет уникальные черты, сочетая элементы традиционных тувинских верований. Кроме буддизма, также распространен шаманизм, одна из важнейших составляющих культурной идентичности тувинского народа. Мы сейчас находимся в городе Чадан, Дзунхемический район. Здесь родился Сергей Кыжгойдович Шойгу. Изначально это считался центром, столицей Тувы. И здесь находится один из самых древнейших храмов Истухуре, где каждый год проводится фестиваль этнической музыки. В республике нет газа, поэтому местные жители топят дома каменным углем. Из-за этого в небе стоит плотный смог. Дорога до лагеря заняла 5 часов. В зимний сезон световой день особенно короткий, и пристреливаться пришлось в сумерках. Надо быстрее, а то минус 15 даст о себе знать хорошо. Скорость маленькая.
Вот этот склон заканчивается, и следующий склон. Черное пятно посередине горы, видишь? 1226 метров, 2 градуса. Да. Вон, видел. Чуть-чуть над ним. Над ним? Ну, давай так, на 2 часа прям в кромку срезал. Ну все. Ну, считаем, что мы зашли. Ну, у каждого охотника есть свои какие-то фишечки. Всегда стараюсь 3 небольшие рюмки выливать, задабривать. Это о чем говорит? О том, что духи к нам благословно настроены. Я тоже люблю все эти языческие мулечки, пиздабасы. В огонь, в небо, на землю. У нас таких традиций нету, так как я мусульманин. У нас считается это самым большим грехом. Ширк называется. Замечательный домик, проснулись, по теплу одеваемся, еще на улице темно. И сейчас будем выезжать в дорогу. Первый день новых угодьев всегда очень волнительно и интересно. Поэтому с нетерпением ждем посмотреть новые места красивые при свете дня. Увидеть этих козерогов. Ну, очень холодно. Очень. На таком холоде я никогда еще не был. Еще термобелье специально. Говорю, пацаны, термобелье не одеваю. Термобелье для слабаков. И это место, вот речка Барлык называется, который течет. В правой стороне яки пасутся. Кирилл, Пока видим только стада свободно пасущихся яков. косули. Там, потом, там, когда останавливались, тоже косули были. Ну, едем дальше. Нашли группу козерогов, среди них есть вроде как один рогач, не выдающийся, но может быть достаточный для кого-то из наших охотников. Первые шаги в горах самые сложные. Холодно и дышать тяжело. Был же, снизу вид смотрели. Там был рогатый, это сейчас вообще нет. Мне так показалось, что там нарек был такой где-то Да, я утром 7-8-летний. Такого не зарегистрируешь. Совсем маленький. 3-летку. Такой, знаешь, ребята, будьте внизу, шуметь нельзя. Мы, когда начали подъем, было еще темно, мы не смогли разглядеть козерогов. Нам показалось, что там в группе был самец стрелябельный, 7-8 лет, а оказалось там совсем маленький. После разминки двинулись дальше. Проводник свернул в горное ущелье. Он уверенно нажал на педаль, поэтому вопросов никто не задавал. Теперь мы как эти альпийские тетерева. Нас вообще не видно просто. Мы слились просто с природой. С местом не прогадали. Большая группа козерогов разгуливала по горному хребту. Решили максимально сокращать расстояние до животных, а дальше действовать согласно интуиции. Она подсказывала, что сегодня старый козерог станет отличным трофеем и внесет вклад в развитие своей популяции. Три штуки. Да, 1200. Если они двинутся налево, чуть-чуть можно подождать. Слушай, дистанция не маленькая.
1200 метров. Если мы потихоньку также пройдем, мы подойдем на 600-500 метров. Они подпустят. Ветер идет от них. Они нас не услышат и не учуют. Обнаружили козерогов. И думаем, как подойти. В процессе охоты на дикого козерога, как и на других горных копытных, очень важно увидеть его первым, потому что у них зрение почти идеальное, очень хорошо видят вдаль. Для этого нам нужны маск-халаты, чтобы по снегу подойти незаметными. И надо, конечно, учитывать ветер, направление ветра при подходе к животному, потому что они тоже могут издалека почуять и уйти. Животные залегли на вершине хребта и заняли круговую оборону. Отсюда можно подняться и там. Вот здесь, да? Саяны славятся крутизной своих гор. Иногда угол подъема достигает 45 градусов. Восхождение не из легких. Промерзшая земля и скользкие камни мешают сцеплению, поэтому подъем забирает вдвое больше сил. Они где-то под углом, где-то 30 градусов наверху и метров 700-800. Сейчас туда поднимемся, еще сократим. Животные находились на высоте 2600 метров. Первые дни организм еще не акклиматизировался, и каждый шаг вверх давался с большим трудом. Лед. Козероги лежали близко друг к другу, поэтому стрелять решили одновременно. 333. Даряй по мне пальцем. 333. 333. Наверху ветер усилился и перешел в конкретную вьюгу, а температура опустилась до минус 15. Вам надо туда немножко подползти. Ветер с 11 сила 5 метров. Здесь уже с 10 будет. Охотники поравнялись с добычей. Теперь надо незаметно выползти на убойную позицию. Между глушителем и телом козерога оставалось 625 метров. Левый, который смотрит на нас, это хороший, за ним самка лежит. Да. А потом ниже них там это лежит Два. молодой, который сюда смотрит. Да. А большой задом к нам. Да. Ну все, я тогда где самка стреляю. Где самка, да? А вы Да. тогда А где? я который правее Да, жопы. задом, да, жопу. да. Там, конечно, с таким ветром и область попадания маленькая совсем. Ну ладно, что делаем? Пробуем? Давай. Погода ухудшалась, и ждать, когда животные встанут, было некогда. Считаем? Ага. 330. Я своего попал. Вот, мой скатился, все. Все. Главное, что мы с Бехрузом сработали с парой. И по ветру я четко угадал. Я 0,6 брал лево. Стреляли по стрелку. Видимо, может быть, температуру не рассчитали или что. У меня, как мне показалось, пришла пуля буквально сантиметров 10 ниже. Спуск с вершины оказался еще опаснее. Нетронутые веками камни катились вниз и сливались в едином потоке. Можно легко стать его частью, если не удержать равновесие. Камень! Ветер такой караул, что прям раздувает. Нос, щеки, губы, все быстро очень обветриваются. И сразу, конечно, холоднее раза в 3 кажется, чем на самом деле.
До трофея добирались около часа. Добыть сибирского козерога в самом сердце Саян – это красиво. Сейчас я тебе скажу. Раз, два, три, четыре, Это пять. 5? Это 6? это Нет, 2. подожди. Вот это год или не год? Нет, Это 5, 6, это 2. 6, 7, 8. 9. Вот. А по длине небольшие, да? По длине небольшие. На 9 лет. Ура! Добыли нашего сибирского козерога. Высота 2500. Дистанция 625 метров. Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ну, вынос был сантиметров 35-40. Пуля четко зашла в грудь, пробила сердце, и он уже не встал. Мы стали приходить в себя после чуда, которое вчера случилось. Костя вчера победно отстрелялся. А Бехрузу повезет сегодня. Чтобы найти козерога, нужно думать как козерог. Жить как козерог. Ночью погода резко поменялась, и небо затянуло свинцом. Но, как гласит тувинская пословица, без ветра и трава не шелестит. Решили смотреть кедровое ущелье и строить планы по ходу движения. Фурга, ничего не видно. Видимость там метров 100-200 там. Прогноз обещал солнечную погоду, но это горы. Условия меняются очень быстро и зависят от высоты. Обычно в горах температура ниже, чем на равнине, и с увеличением высоты она снижается. Катаемся уже почти на границе с Монголией. У меня за спиной уже там монгольские степи и горы. Утром погода была паршивая, снег, туман, видимости не было. Сейчас распогодилось, но пока козлов на горизонте не видим, видели только самочек. Наконец-то начинаем охотиться. Сейчас идем на загон. Вот, отсюда начинается. И примерно длина 2 километра. Чтобы не терять день впустую, Вячеслав предложил загонную охоту. Загонщики идут по заранее намеченному маршруту, стараясь создать максимальный шум, чтобы дичь не могла остаться на месте. Стрелки занимают позиции и ожидают появления животных. Ждем. Уже загонщики вышли. Я по телевизору вижу, что они где-то в конце поляны уже идут. Но здесь они будут где-то через минут 30-40, наверное. В любую секунду из кустов мог выскочить морал или кабан. Стрельба по движущейся мишени всегда сложнее, но интереснее. С левой стороны дорогу животным преграждала река, поэтому если зверь был в лесу, то он точно выскочит перед охотниками. Традиция, да, вот он сопротивлялся, всегда морал выходили, даже морал не стал выходить. Он точно там ездил, он говорит, я не пойду туда. После 2 дней неудач мы уже, точнее я, решил прислушаться к совету старших. И вот мы задабриваем таким образом охотничьих духов. О, охота будет завтра.
Добро пожаловать в наше хозяйство. Она называется Аржан Travel. В нашем хозяйстве есть почти все виды животных, которые находятся в Туве. Если хотите охотиться в нашей территории, то добро пожаловать. Вот такие вот замечательные горы. Кстати, они не маленькие. Самая высокая точка, как нам местные ребята сказали, 3800. Охотимся мы от 200 до 2500. И все это проходим ножками. Понятно, подъезжаем на машине и дальше идем ногами. В первый день забираться на какие-то высокие точки очень тяжело, а во второй, третий уже, когда расходишься, тогда уже можно двигаться. Поэтому физическая подготовка очень важна и стрелковая подготовка очень важна. На дурачка точно не пройдешь в горной охоте. Горную охоту нужно любить и нужно уважать. Интуиция подсказывала еще раз проверить ущелье, в котором Константин добыл козерога, в надежде, что траур по сородичу закончился и жизнь зверей встала в привычное русло. Так оно и было. Два старых самца прогуливались по холодной вершине. Звери обнаружили охотников, и время ускорилось. Стреляю. Пулю выдуло порывом ветра, и она пришла правее. Звери ринулись вверх. Правее насколько? На полкорпуса. Он ушел левее выше, на белом. Правее все уходит. Правее? Их бинокль сейчас не найду уже. Два больших камня. Видишь? В сторону горизонта поднимаются. Говори по биноклю. 9,8. 9,8? По биноклю 9,8. По биноклю 10,0. На горизонт вышли. Да, вижу. Вниз бегут. Да. Большое белое пятно, самый дальний склон. Самый дальний склон. Все, они скрылись. Нельзя было ставить так далеко. Побывать в Туве и не попробовать баранины – это не дело. Но сам баран так не считает. Во-во-во, бросайся! Без мяса будем сегодня. Вот этого? Вот это? Нет. Давай. Вот. Я его вижу. Да. Давай, не теряй его. О, есть, молодец! Все, Правильно, это он? Да, это он. Закидывай на плечи. я могу только тебе. Давай себе. Наконец-то. Наконец-то. Че это, плохой, да, был? Злой. Тяжелый. Если дома есть мальчик, да, мужчина, он будет считаться в 9 лет, если он там вот так будет резать барана, один можно поздравить, что у него есть хороший сын. У тувинцев из-за сурового климата здесь не растет помидоров, огурцов, нету и замен овощей, где можно получить какие-то микроэлементы. Потребление еды из внутренности, она компенсирует это.
Ну, там говорят, типа, потроха. Лучше так не говорить. У детей бывает там диатез. Чтобы диатез исчез, берут жидкость предсердий. В эту жидкость берут, ну, пальцем и рот ребенку мажут. И сразу на следующий день она исчезает. Я на себе это пробовал. И очень аккуратно надо снимать. После вынимания вот внутренности это у печени селезенку. Если селезенку порвать, это будет праздник испорчен. У кого жена беременная или там хочет ребенка, говорят, ну-ка оторви вот эту штуку, проверим, какой будет пол у твоего ребенка. И когда поднимает, если она похожа как мошонка, да, вот посередине, это будет мальчик. А если она будет ровная, будет девочка. Ну, то есть круглая. Дети есть? Когда топором проходят, на острые части появляются и кушать очень, небезопасно. И некрасиво, и не по-туински. Не, сюда тоже. И вот обязательно вот этот кончик грудинки надо так срезать. Это по отношению к огню. Мясо вокруг шеи и вот этот гортань. Эта часть принадлежит тому, кто вот разделал баран. Настоящий жених всех по суставам разделает. На четвертый день ноги отказывались идти наверх, но охота продолжалась. У нас возник внезапный план попробовать поохотиться на свободно живущего яка. Они тут гуляют по горам в полудиких условиях. Ну, то есть практически те же дикие животные. Трофей интересный, эффектный, шкура красивая. Постараемся взять его на далекой дистанции. И заодно проверим, как работает пуля на этой дистанции. Калибр идеальный, выстрелов у меня 1-2 максимум происходит. Скорость пули 815 метров в секунду, отдача минимальная. 195 грейн, элит хантинг, устраивает на все 100%. Право смотри, серый с черным пятном по центру. Смотри, какие у него рога. На 5 часов в этой группе нижней как бы. Самый правый, да? Да. Мне кажется, тот больше, про который я тебе говорю. И у него цвет шкуры красивее будет. Иди на 10 часов. Да. Вот там крупный темный серый стоит. А, вот, темный-темный. Да, видишь, однотонный он серый. Вижу. Рога видишь стоит, есть. Рога большие, кстати. Да, вот он самый большой. Яки приближались, и охотникам пришлось несколько раз менять позиции. Мы пытаемся найти хороший ракурс, откуда яков видно с расстояния километр плюс. Но складки местности таковы, что с любой точки обзор на них гораздо ближе. Пытаемся найти подходящую локацию. Ну, смотри, идет вот тот наш, по-моему, к нам идет в нашу сторону. Вот он вышел. А вот он выходит только. Вот он какой здоровый. Вот это наш. Он сейчас в самом впереди. Ага. Ну не самый он впереди. Он не самый впереди, но вот он за коричневым. Да. Ну вот он в толпе. Он голову опустил, по-моему. Белый, перед ним 3. Ну что, выстрел? Давай. Сейчас. Черный уйдет. Выстрел. Пуля пришла под лопатку, но огромный зверь устоял. Еще раз. Да не буду. Стреляй. Там за ним стоит. Нет, он впереди. Где впереди? Он сзади. Нет, Впереди у него за ним черное, он, черное ты его не впер- зацепишь, он впереди. Ладно. Выстрел. Второй выстрел прошивает живот, но и этого недостаточно. Ну, он качается уже.
Третья пуля попадает в сердце. Як бьется в смертельной агонии и рушится на камни. В лопатку. Сегодня представилась возможность добыть тибетского яка. Выбирали, смотрели, не хотели близко подходить. Но в итоге максимальная дистанция 800 метров. Пришлось 3 раза стрелять, чтобы это огромное красивое животное упало. Спасибо всем организаторам, спасибо ТВ за прекрасный трофей. Завершилась наша охота. Была она непростая, трудовая. Особенно тяжело было из-за погодных условий, было очень холодно. В итоге козла взяли, пришлось за ним походить, полазить. Группа разделилась, к сожалению, снять не смогли, но трофей добыт. Не всегда, кстати, охота заканчивается добычей. Бывает, что на некоторых животных ездишь несколько раз и потом уже добываешь. Просто так на дурачка здесь не пройдешь. К ветвистому дереву птицы слетаются, а в приветливой юрте народ собирается. Так говорит еще одна тувинская поговорка. Этот суровый край с удивительной природой и сердечным гостеприимством запомнится охотникам надолго. Ситка, куи. Все вкусно, все понравилось. Едем дальше. Надеемся, что у нас будет... Давайте еще раз быстренько. да? Петь Быстро. можно. Здравствуйте. Спасибо за теплую комнату. В охоте на козла самое важное – это встретить его. Стесняюсь. Добро пожаловать. О, что-то неплохо. Может, 3-й раз?